Всем привет и очередной поход в ущелье Каптар-Кумуш. Это переводится как «Серебряный голубь». Нам обещают проходы по воде и немножко сложный маршрут. Ну, давайте посмотрим, что там нас ждет впереди. Мы вышли немножко раньше, потому что там не пускают сейчас до самого ущелья. Нужно пройти пешком километр 3. Но вот, посмотрите, слева от нас какие виды гор. Очень красиво. Мы пока продолжаем идти по такой дороге, выложенной галькой. Тут недалеко какое-то ведется строительство. Наверное, будут какие-нибудь гостиницы или что-то в этом роде. Вот. Ну, горы немножко приближаются. Теперь мы идем прямо на них. Так что, надеюсь, скоро уже до ущелья дойдем. Вот, посмотрите, внизу можно видеть плотину. Вот и с другой стороны открывается интересный вид на горы. Посмотрите, какой вид тут открывается на ущелье с рекой Пскем. Идем по такой дороге проезжей. Под ногами одна пыль. Ну, так сказать, в окружении плодовых деревьев. Не знаю, это тоже какие-то сады, непонятно, искусственного или естественного происхождения. Ну вот такое место здесь есть. Но мы еще не дошли до самого ущелья Серебряный голубь. Это уже выходим к подножию гор. Вот такая красота здесь. Вот, посмотрите, отсюда тоже открывается чудесный вид на реку Пскем. Давайте посмотрим, что там немножко дальше. Видно вот ее, какое у нее было русло раньше, и какая она сейчас мелкая, что вот с этой точки ее даже и не видно. Только вон там, где, видимо, начинается ее исток. Мы дошли до обзорной площадки, можно посмотреть вид вокруг. Вот мы уже свернули на тропу к ущелью, и сейчас, посмотрите, тоже очень все красиво. Захватывающие виды. Ну, сейчас до поворота дойдем, посмотрим, что там за этим поворотом. Нас тут ожидает уже спуск к ущелью. Вот начался спуск, и уже немножко такие опасные места, в которых надо очень-очень аккуратно. Потому что, как можно видеть, здесь такая тропа неудобная, а слева обрыв. Хоть и не глубокий, но упасть с него тоже не очень будет приятная история. Так, вот здесь, смотрите, тут уже даже края укреплены бревнами. Кто-то постарался. Тропа пыльная, и ноги также скользят, как и везде в этом году на всех тропах, потому что дождей нету очень давно. Я немножко отстал от всех, теперь надо догнать. Наш замыкающий гид идет впереди. Вот. Тут можно видеть. Тут уже обрыв уже покруче. Вообще осторожно надо идти. Ух ты. А вот и видно уже сам этот, ручей, канал, приток реки Пскем.
Крутой спуск. Ну, сейчас, похоже, идем на какой-то мостик. Вот по нему пройдем. Очень хлипко выглядит этот мостик. Ага, тут пришло время переодевать обувь, потому что проход только вброд. Все, входим в воду, переходим брод. Ого. Тут течение хорошее. А где тут лучше пройти, интересно? Давайте попробуем здесь. Вода очень холодная. Тут течение очень сильное. Надо аккуратней. Пойдем за гидом, посмотрим. Отошли от реки, и вроде бы уже так не будет переходов через брод. И вот сейчас немножко подъем пыльный. Обратно переобули обувь на такую походную, неводную. Вот подъем достаточно крутой. Сейчас на него надо заскочить, посмотреть, что там выше будет. Вот вид. Виды красивые, конечно, на ущелье. Очень красивые. Высокие скалы поднимаются над нами. Ну что ж, преодолели тот подъем. И вот видно, что наш путь продолжается по ущелью. Вот виды все равно шикарные. Внизу река. Но я там говорил, не знаю, за шум реки слышно или нет, но вода прям леденющая, ноги сковывает холодом. Вот посмотрите, какой красивый вид на реку. Да, и какой здесь обрыв, кстати, тоже видно. Так что мы немножко прошли вдоль обрыва, но виды замечательные. Идем в тени деревьев. Ну, тут хорошо, прохладно. Также, ну, никуда река не денется от нас, потому что мы же в ущелье идем. То есть все время от нее тоже, кстати говоря, прохладой веет. Вот тут видно березы. Посмотрите, опять выходим к красивым видам гор. Еще один подъем. Вот, идем также по пыли и еще по таким острым камням, которые к тому же так и норовят из-под ног улизнуть.
После подъема все так же можно видеть очарование этого ущелья. И вот посмотрите, я говорю, что мы идем к тени деревьев. Вот примерно возле реки шли. Вот вдоль всей реки такая вот роща. Там и ивы растут, и березы, и фруктовые деревья. Так что всего полно. Вот посмотрите, какие красивые скалы. А у нас опять начался подъем по таким камням. Хорошо тут проложена тропа. Да, вон там, я смотрю, кое-где надо будет и по камням пролезть. Очередной переход по ненадежному мостику и очередной будет подъем. Здесь посмотрите, нашему взору какая красота открывается. Прям куча мелких водопадиков, каскадом спадающих вниз. Начался путь по такой вот рощице. Вот тут видно, шиповник растет, уже почти созревший. Идем по тропе. Немножко камней есть, но тропа довольно пологая. Никакой сложности из себя не представляет. Вокруг нас горы. Видно, обвалы недавно были. Когда заходишь в тень, обдает такой живительной прохладой. Вот, на солнце, конечно же, жарковато. Хоть и осень началась, но самое начало у нас как будто бы продолжается лето. Никакого понижения температуры нет. Преодолели небольшой подъем. И тут немножко другой вид. Вот посмотрите. Тоже красиво. Горы. Впереди видна какая-то гора. Потом надо будет узнать, как она называется. Да. А нам туда вот наша группа уходит. И мне сейчас надо поторапливаться за ними. Наш поход продолжается в тени деревьев. Вот тут начались лесные орехи попадаться. Смотрите, какие тоже старые, извилистые, скрюченные. Вот, наверное, им не одна сотня лет. И также слева от нас это река. Ручей, лучше наверное, назвать ее. Потому что рекой она становится, видимо, дальше там, когда несколько потоков сливаются в стену. А здесь такой тенек, как видно, очень, как я и говорил, очень приятная прогулка. Вот. Да. Интересно, что прям пахнет орехом. Очень приятный запах. А вот орех. У нас вон какие деревья огромные. Вот уже здоровенные. 3 человека, наверное, не обнимут его. Очередной переход вброд. Мы думали, что уже больше не будет, но оказывается, еще вот есть. Переходим. Марина еще будет? Чего? Не, мы сейчас брод. идем, сейчас уже обедать идем. А, брод уже не будет? Да, дай бог. Вышла радостная новость. Ну, на обратном пути как будет? Мы разве не полетим на вертолете? Да, я буду ждать. А нас ожидает очередной подъем. Хотя говорят, что до конечной точки маршрута осталось совсем недалеко. Ну что, поднимаемся. Также по тропе, которая
скользит под ногами. Пыль, мелкие камешки. Ну, с хорошей обувью, с палочкой можно идти без проблем. Вот, посмотрим, какая там красота. А какое облако. Очень интересное. А облако как будто мазок кисти. А тут все такие облака. Как будто бы нарисованы. Посмотрите, какой вид открывается с тропы, по которой мы идем. Вон там видно какая-то вершинка, покрытая елями. Внизу вон, так, в оазисе растут деревья, а вокруг все выжжено солнцем. Остановились на привал и на обед. Дошли до уже, можно сказать, до конечной точки. Вот тут гиды наши решили чаек заварить с горными травками. Что ты рассказываешь-то? Вот так вот. Вот такая довольно-таки приятная поляна с березами. И да, только почти одни березы и есть. Тоже большие, вон такая разросшаяся береза. Итак, привал окончен, и сейчас нам осталась обратная дорога. Обратная дорога будет пролегать по тому же маршруту. Но все-таки, если что-то будет интересное, я, конечно, подсниму то, что не успел снять, когда мы шли в эту сторону. Ну что ж, вот и подошло к концу наше путешествие. Что я могу сказать? Как всегда, все понравилось. Ну, за исключением одного момента, что машины не пустили к начальной точке маршрута. И пришлось туда 4 километра и обратно 4 километра идти по грунтовой дороге. А так, если считать сам маршрут, то просто все как обычно идеально. Подъемы, спуски, проходы по воде, красивая природа, все отлично. Всем советую туда тоже сходить. Ну ладно, давайте, до свидания, до новых встреч и до следующих походов. Всем пока!